Можно ли стать лучшей версией себя за 75 дней? Я решила это проверить и каждый месяц буду делиться результатами. У меня, кстати, уже был классный апгрейд. Вот такой я была и такой я стала. Но мне хочется большего. Сегодня 5-й день, вес 67-35 килограмм. Было 68 килограмм. Неплохой прогресс. Давайте приготовим завтрак и параллельно я буду рассказывать о правилах челленджа. Первое правило – придерживаться правильному питанию или любой диете. Я соблюдаю БЖУ, выходит на 1700-1800 калорий. Свой дефицит вы можете посчитать индивидуально по формуле. Или просто ешьте больше белка и меньше углеводов. Кстати, на завтрак готовлю ПП-панкейки. Увидела этот рецепт в Pinterest и захотела повторить. Я использовала творог, банан, малину для вкуса, немного муки и яйцо. Второе правило – 2 тренировки по 45 минут. Одна из них должна быть на улице, но я бы над этим не заморачивалась. Главное – сама физическая активность, а не место ее проведения. Или можете делать, как многие, просто в течение часа ходить, гулять, набирать 10 000 шагов. Я чередую зал и домашний пилатес, еще делаю йогу для лица, вот мой старый результат. По поводу зала у меня был тренер, но она игнорировала все мои запросы и ощущения. Например, у меня была подтяжка груди, и мне нельзя быстро худеть и подтягиваться, потому что, швы еще не зажили. Я ей об этом сказала, но она проигнорировала, добавила подтягивание и посадила на 1100 калорий, что для моего роста, веса и физической активности очень мало. Не знаю вообще для кого это, кому будет норм. Рано утром я уже сходила в зал и тем самым закрыла норму в 10 000 шагов. После силовых у меня было 25 минут кардио. В моем зале не особо приветствуется съемка, просто так со штативом не сможешь снимать, поэтому всю тренировку показать не могу. А пилатес пробую впервые, мне очень нравится марафон Медлен. Но ее минус, что она не объясняет, как правильно делать и дышать. Я ориентируюсь по технике из зала, и вроде как получается. Сейчас, кстати, буду делать. Третье правило – читать по 10 страниц нон-фикшн книг. В моем телеграм-канале как раз есть подборка книг, которые помогли стать мне лучше, кардинально изменить мою жизнь до неузнаваемости. Поверьте, там на каждую вашу проблему есть решение в виде книги, просто проверьте. А сейчас я читаю про свободу от тревоги, справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой. Вот, не знаю, видно, не видно? Надеюсь, видно. Это мои любимые продукты на похудение. Я очень люблю макароны, поэтому беру протеиновые от Барилла. Есть еще спагетти такие же. Из йогурта я в основном делаю соусы, мариную мясо, курочку. Ну или какие-то сладкие штучки делаю. Это мой любимый сыр. В нем мало калорий, мало жира и очень много белка. Эту приправу, вы знаете, к сожалению, в Германии ее не продают, но мне ее привезли. Обожаю, что грудка получается очень некалорийной и при этом сочной. Четвертое правило – соблюдать водный баланс. Пейте побольше воды, но не переусердствуйте. Помните, что у всех своя норма. По поводу выбранной книги, я тревожный человек, особенно когда дело касается людей. Мне страшно облажаться или показаться какой-то не такой в чужих глазах. Ощущение, что если я сейчас что-то скажу, то обязательно какую-то глупость, из-за чего надо мной будут насмехаться, назвать неудачницей, и в целом я опозорюсь на весь мир.
Сейчас этого, конечно, меньше, потому что я активно работаю над социальной тревожностью. Даже то, что я снимаю ролики, для меня маленькая победа. И все же проблема есть. Ставь лайк, если вам знакомы эти чувства. А сейчас мы с вами быстро сходим на чистку лица, сделаем пилинг от постакне и обновим уходовую косметику. Заодно увидите цены. Помимо основных правил челленджа, я сократила расходы и изучаю английский. Английский у меня каждый день. 3 раза в неделю я занимаюсь репетитором, в остальное время по вот этим книгам. Видно, не видно? Надеюсь, видно. Они идеальны для изучения самостоятельно, для самостоятельного изучения. И мне нравится, что там простым языком объясняют сложные вещи, особенно эти времена. По поводу экономии, я хочу отложить деньги на путешествие в Китай, так скажем, вспомнить детство, и на переезд в другую страну. Больше всего ненужных трат у меня на еду, бьюти и онлайн-покупки. Думаю, это многим знакомо. С едой у меня проблема, что я покупаю много продуктов, не готовлю, и все пропадает. Или скупаю много сладостей, потому что они такие красивые, в прикольных упаковках, и в итоге их не ем. Поэтому я решила, что 2 недели ем домашнюю еду, остальное время я заказываю по меню, по рационы. Это выходит дешевле, чем заказывать что-то рандомное из заведений или просто есть в заведениях. Заодно будет интересно взглянуть, как худеют европейцы. В бьюти я слишком поддаюсь трендам, если что-то на хайпе или в ТикТоке советуют, я обязательно бегу покупать. Мне кажется, когда у тебя проблемная кожа, ты легкая добыча, жертва маркетинга. А у меня очень проблемная кожа. И эти покупки выходят мне дороже, чем вот как сегодня я собрала полный профессиональный уход. Поэтому больше никаких баночек и скроллинга соцсетей. На ужин готовлю свое самое любимое блюдо. Когда лень готовить, а хочется, чтобы было и вкусно, и ппшно. Если вам понравилось видео, дайте знать лайком и комментарием. В следующем ролике я расскажу, как просто и бюджетно кардинально изменить внешность в лучшую сторону. Поэтому подписывайтесь!